При помощи подвижного блока поднимает груз на высоту 4 метра, прилагая силу в 100 ньютонов. Вес блока равен 20 ньютонов, а вес груза 165 ньютонов. Какую дополнительную работу надо совершить, чтобы с помощью указанного блока поднять груз на высоту 4 метра? Сила, которая поднимает F равно 100 ньютонов. Вес груза равен 165 ньютонов. Вес блока равен 20 ньютонов. Надо поднять на высоту H. Надо рассчитать, какую надо дополнительную работу совершить, чтобы с помощью его блока поднять на высоту 4 метра. Блок, сила, которая действует, канат, груз есть. Это P груза. Есть, естественно, еще блок, тоже имеет собственный вес, P блок. Надо поднять их груз этот на высоту 4 метра. Для того, чтобы поднять весь этот и блок, и груз на 4 метра, необходимо, чтобы этот канат выбрать на 8 метров. В 2 раза больше выбрать, чем поднять на 4 метра. Если поднимается на 4 метра, значит сила должна действовать на расстоянии 8 метров на канат. Полная работа, которая будет совершать вот эта сила, F, запишем А, полная, будет равна F, то множится на 2H. Груз поднимается на 4 метра, а канат выбирается в 2 раза больше, на 8 метров. А полезная работа при этом совершается. Это получается и груз, и блок поднимается на 4 метра. Можем записать равно вес груза плюс вес блока умножить на h, на 4 метра. Это полная работа совершена, а вот это полезная работа совершена. Разница между ними будет указана, насколько больше выполняем работу, чем полезная вот эта работа. Так и запишем. А полная минус А полезная будет равна. Подставляем эти значения сюда. F на 2H минус P груза плюс P блока просто на H будет равно. Посчитаем, сколько это будет выравниваться. Итак, 100 ньютонов умножить на 2 и умножить на 4 метра. Ньютон на метр – это джоули. Минус P груза 165 плюс 20 ньютоны вынесем за скобки. И умножится на 4 метра. Равно. Здесь будет сколько? 800 ньютон на метр. Здесь минус 185 ньютонов умножить на 4 метра. Равно, еще раз запишем, 800 ньютонов на метр. Это джоули. И минус 740 ньютон на метр. Полезная работа оказалась 740 джоулей. Будет равно 60 ньютон на метр. Вот этих 60 ньютон на метр или 60 джоулей, получили 60 джоулей. Была затрачена сила в 100 ньютонов, поднимала вот этих два веса и блок и груза на высоту 4 метра. Напишем, что это дельта А будет равно 60 джоулей. Вот это дельта А – это полная минус А полезная.